Национальный парк Крюгера в Южной Африке — это место, где время течет по своим законам. Здесь, на бескрайних просторах саванны, жизнь и смерть сплетены в тугой узел, а каждый куст акации и каждый валун хранят следы борьбы за выживание. В тот день солнце было особенно беспощадным. Оно выжигало землю до состояния твердой корки, превращая редкую растительность в ломкую солому. Джон, опытный ветеринар, чья жизнь последние 15 лет была неразрывно связана с этим парком, медленно вел свой старый, проверенный временем, внедорожник по пыльной колее. Кондиционер в машине давно перестал справляться с жарой, и в салоне стоял густой запах сухой земли и нагретого металла. Джон привык к этому ритму. Медленное патрулирование, внимательный осмотр горизонтов через пыльное стекло, фиксация перемещений львиных прайдов и стад слонов. Для него парк не был просто местом работы. Это был живой организм. Джон знал, как звучит здоровая саванна. Это постоянный шум, стрекот насекомых, крики птиц-носорогов, шелест ветра. Но в тот полдень тишина казалась какой-то зловещей, словно сама природа затаила дыхание. Продвигаясь вглубь сектора, Джон заметил впереди массивный серый силуэт. Прямо посреди дороги, в дрожащем мареве раскаленного воздуха, стоял белый носорог. Джон инстинктивно нажал на тормоз. Внедорожник замер, подняв облако рыжей пыли, которая медленно осела на кузов. Ветеринар присмотрелся. Носорог находился всего в 30 метрах. Это был огромный самец, настоящий ветеран этих мест, чья кожа напоминала древние доспехи, иссеченные шрамами от старых битв. Что-то было не так. Профессиональное чутье, отточенное годами наблюдений, буквально кричало об опасности. Носороги — существа беспокойные. Даже в состоянии покоя они находятся в движении. Их уши постоянно вращаются, как локаторы, улавливая малейший шорох. Хвост отгоняет назойливых мух. Они переминаются с ноги на ногу, распределяя свой колоссальный вес. Этот же гигант стоял абсолютно неподвижно. Его голова была слегка опущена, а массивное тело казалось высеченным из камня. Он не реагировал на звук двигателя, не поворачивал ушей на шум приближающейся машины. Он просто застыл, словно памятник самому себе. Болезнь, ранение или просто перегрев пронеслось в голове у Джона. Он знал, что носороги редко показывают слабость до последнего момента. В дикой природе показать, что ты болен, значит подписать себе смертный приговор. Гиены и львы всегда где-то рядом, они чувствуют запах уязвимости за километры. Джон решил не торопиться. В работе с дикими животными спешка — лучший способ совершить фатальную ошибку. Он заглушил двигатель. Наступила абсолютная тишина, нарушаемая только треском остывающего мотора. Прошло 10 минут. Затем 20, 30. Носорог не сдвинулся ни на сантиметр. Джон наблюдал за ним в бинокль, изучая каждую складку кожи. Он заметил, что дыхание животного было поверхностным и частым. Бока едва заметно вздымались, что указывало на сильный стресс или лихорадку. Ветеринар вспомнил сотни случаев из своей практики. Он спасал антилоп, запутавшихся в браконьерских силках, лечил слонов от инфекций, чипировал львов. Но этот случай был особенным. Одинокий гигант
застывший в немом крике о помощи, вызывал у него странное чувство, смесь профессионального любопытства и глубокого человеческого сострадания. В какой-то момент Джон даже подумал, может, он уже мертв и стоит на ногах только за счет какой-то невероятной инерции. Но нет, глаза животного были открыты. Они смотрели куда-то вдаль, мимо дорожной колеи, мимо машины, в какую-то точку, известную только ему одному. Напряжение в воздухе стало почти физически осязаемым. Джон понял, что если он уедет сейчас, он никогда себе этого не простит. Ему нужно было подойти ближе. Это было нарушением всех протоколов безопасности. Дикий носорог весит более 2 тонн и может разогнаться до 45 километров в час за считанные секунды. Ослабленное животное еще более опасно, оно может напасть от страха, не имея сил для бегства. Джон медленно открыл дверь. Металлический щелчок прозвучал в тишине, как выстрел. Носорог медленно, очень медленно повернул голову. Его маленькие глаза встретились с глазами человека. В этом взгляде не было ярости, не было желания защищать территорию. В нем была только бесконечная, тупая, изнуряющая боль. Сделав глубокий вдох, Джон вышел из машины. Он не делал резких движений. Он начал говорить, тихо, монотонно, используя тот самый успокаивающий тон, который ветеринары вырабатывают годами. «Все хорошо, большой парень. Я здесь не для того, чтобы причинить тебе вред. Тише, тише». Он делал шаг и замирал на минуту. Снова шаг и снова пауза. Его ботинки мягко хрустели по сухой траве. Расстояние сократилось до 10 метров. Именно в этот момент, подняв бинокль еще раз, Джон увидел то, что заставило его сердце сжаться. По грубой, серой, потрескавшейся коже морды носорога тянулись 2 темные влажные дорожки. Они шли от глаз вниз, теряясь в складках кожи у рта. Это выглядело так, будто великан плакал. Конечно, биологически это могли быть выделения из слизных протоков, вызванные инфекцией или пылью, но в контексте того, как животное держалось, как оно смотрело на человека, Джон не мог воспринимать это иначе. Перед ним было существо, доведенное болью до предела своих физических и психических сил. Джон почувствовал, как по его спине пробежал холодок. Он видел смерть в саванне сотни раз, но это зрелище было иным. Это была мольба. Не теряя больше ни секунды, он вернулся к машине и схватил рацию. «База, это Джон. Сектор 4, Б, на старой дороге у сухого русла. У меня критический случай. Взрослый самец белого носорога. Состояние крайне тяжелое, признаки сильного болевого шока. Мне нужна команда немедленно. Берите все для полевой хирургии и антибиотики широкого спектра. Прием». Голос диспетчера на другом конце был деловым и коротким. «Помощь будет через 30-40 минут». Это время Джону предстояло провести 1 на 1 с животным. Вернувшись к носорогу, Джон сделал нечто необычное. Вместо того, чтобы стоять во весь рост, он медленно опустился на колени. В мире животных рост часто воспринимается как угроза. Став ниже, он показал свое миролюбие. Он продолжал говорить, рассказывал носорогу о дождях, которые скоро придут, о свежей траве, о том, что помощь уже в пути. Это может показаться странным со стороны. Взрослый мужчина разговаривает с 2-тонным зверем, но в дикой природе звук голоса может стать
связующей нитью. И тут произошло невероятное. Носорог, который до этого стоял как вкопанный, вдруг начал медленно сгибать ноги. С тяжелым вздохом, похожим на стон, он опустился сначала на передние колени, а затем и вовсе лег на бок, подняв облако пыли. Его голова легла на землю совсем рядом с Джоном. Это был акт высшего доверия. Животное сдалось. Оно решило, что этот маленький двуногий пришелец — его последний шанс. Джон протянул руку и на мгновение коснулся кончиками пальцев грубой кожи на плече гиганта. Она была горячей, как печь. Рев моторов вдалеке возвестил о прибытии команды. 2 внедорожника и фургон ветеринарной службы быстро окружили место происшествия. Из машин выскочили коллеги Джона, Сара, ассистентка, и 2 крепких парней из службы охраны парка. «Что тут у нас?» — спросила Сара, уже на ходу подготавливая шприц-пистолет. «Посмотри на него», — ответил Джон, поднимаясь. «Он сам лег. Он ждал нас». Первичный осмотр проводился быстро. Когда носорогу ввели легкое успокоительное, чтобы он не дернулся во время процедуры, Джон начал детально осматривать заднюю часть тела. Там, под хвостом, в области паха, скрывался источник страданий. Огромный, размером с футбольный мяч, абсцесс. Кожа вокруг него была воспалена и натянута до предела. Вероятно, это был след от старой раны, возможно, рог другого самца или укус хищника, в который попала инфекция. В условиях африканской жары такое воспаление превращается в пытку. Гнойный процесс отравлял весь организм, вызывая чудовищную лихорадку. «Готовьте инструменты», — скомандовал Джон. «Нужно вскрывать и чистить. Если инфекция пойдет в кровь, мы его потеряем к утру». Работа закипела. В полевых условиях это всегда риск. Мухи, пыль, ограниченность во времени — все играло против них. Джон сделал глубокий надрез. Хлынувший гной подтвердил худшие опасения. Инфекция была запущенной. Сара едва успевала подавать антисептические растворы и дренажи. Никто не разговаривал. Были слышны только щелчки инструментов и тяжелое хриплое дыхание носорога под седацией. Они очистили рану, ввели огромную дозу антибиотиков и противовоспалительных средств прямо в пораженную область. «Все», — выдохнул Джон через 40 минут, вытирая пот со лба окровавленной перчаткой. «Теперь все зависит от него». Команда отошла к машинам, но не уехала. Нужно было дождаться, когда действие седативных препаратов начнет ослабевать, и убедиться, что носорог сможет подняться. Солнце начало клониться к закату, окрашивая саванну в невероятные оттенки золота и пурпура. Тени удлинились, становясь глубокими и синими. Джон сидел на капоте внедорожника, не сводя глаз с лежащего великана. Прошло около часа. Сначала дернулось ухо носорога, затем он сделал глубокий полноценный вдох. Его тело вздрогнуло. Он попытался поднять голову, но она снова упала в пыль. Со второй попытки ему удалось опереться на передние ноги. Это был мучительный процесс. 1000 килограммов веса требовали огромных усилий от ослабленного организма. Команда замерла. Никто не смел издать ни звука. Наконец носорог встал. Он пошатывался, его ноги дрожали, но он стоял. Он сделал несколько неуверенных шагов, пробуя свои силы. Джон заметил, как изменилась его осанка. Напряжение, которое сковывало его тело весь день, исчезло. Даже его хвост сделал легкое игривое движение, верный признак того, что острая боль отступила. Команда начала собирать оборудование. Миссия была выполнена, и пришло время оставить животное в покое, чтобы оно могло восстановиться в естественной среде. «По коням, ребята», — сказал Джон. «Ему нужен покой».
Но когда он подошел к своей двери, он почувствовал спиной какое-то движение. Обернувшись, он увидел, что носорог не уходит. Напротив, он медленно, шаг за шагом, направлялся прямо к людям. Охранники инстинктивно положили руки на карабины. Предосторожность, обязательная в парке. Но Джон поднял руку, призывая их к спокойствию. «Стойте, не двигайтесь». Носорог подошел вплотную к внедорожнику Джона. Он был настолько близко, что ветеринар мог чувствовать запах его кожи и тепло, исходящее от массивного тела. Гигант остановился прямо перед мужчиной. Затем произошло то, что заставило всех присутствующих онеметь от изумления. Носорог медленно наклонил свою массивную голову, на которой красовался грозный рог, и мягко, почти невесомо, коснулся им плеча Джона. Это не был толчок, это не была попытка напасть, это было нежное прикосновение, жест, который у людей означает объятие или благодарный кивок. Джон замер. В этот миг границы между видами стерлись. Существовало только два живых существа, одно из которых спасло другое. Он снова почувствовал те следы на морде зверя. Только теперь это были не слезы боли, а символ невидимой связи. Носорог простоял так несколько секунд, словно фиксируя этот момент в своей памяти. Затем он медленно отстранился, издал негромкий звук, похожий на вздох облегчения, развернулся и неспешной, величественной походкой направился в сторону густых зарослей акации. Люди долго стояли молча, глядя вслед уходящему великану, пока его серый силуэт окончательно не растворился в наступающих сумерках. Сара первой нарушила тишину. «Джон, если бы я не видела это своими глазами, я бы никогда не поверила». «Я и сам в это едва верю», — тихо ответил он, чувствуя, как по его щеке скатывается слеза, которую он даже не пытался скрыть. Этот случай стал легендой в национальном парке Крюгера. Джон еще много раз видел этого носорога в последующие годы. Тот полностью поправился, окреп и вернул себе статус доминирующего самца в этом секторе. Каждый раз, когда их пути пересекались, носорог останавливался, поворачивал голову в сторону знакомого внедорожника и замирал на мгновение, едва заметный знак признания, понятный только им двоим. Эта история напоминает нам о том, что природа гораздо сложнее и мудрее, чем мы привыкли думать. В сердцах даже самых суровых и диких существ живет способность к чувству, которое мы называем благодарностью. И иногда, чтобы увидеть чудо, нужно просто остановиться, прислушаться и не побояться протянуть руку помощи тому, кто в ней нуждается, даже если этот кто-то весит 2 тонны и вооружен рогом. Дорогие зрители и читатели, что вы думаете об этой невероятной встрече? Верите ли вы, что дикие животные способны на такие сложные эмоции, как доверие и благодарность? Расскажите о своем опыте или мыслях в комментариях ниже.